Всем привет! Меня зовут Артем, и вы на канале Коптим Вместе. Давненько у нас не выходило рецептов разного копчения. И вот я решил приготовить, точнее закоптить вот этих чудесных сазанчиков горячим способом. Что нам для этого потребуется и как мы это будем делать, смотрите в нашем сегодняшнем выпуске и не переключайтесь. Желаю вам приятного просмотра. Наше видео будет разбито, как уже сложилось по традиции, на несколько частей, на несколько этапов. Первым этапом мы засолим, замаринуем нашу рыбу. Вторым этапом мы ее подсушим, подвялим. Третьим этапом мы ее будем коптить. Ну и четвертым этапом мы ее отдегустируем. Итак, приступаем к первому этапу. У нас будет метод посола сухой. Этот метод очень прост. То есть нам потребуется с вами буквально соль поваренная и сахар. Вот и все ингредиенты. Ничего, как говорится, сложного и невозможного. Сейчас мы с вами смешаем соль с сахаром и приготовим тем самым посолочную смесь. Теперь тщательно перемешиваем. Сколько соли и сколько сахара я использовал, я напишу в конце ролика. Вот и все. Посолочная смесь готова. Теперь нам следует поместить нашего сазанчика по очереди в какую-нибудь большую емкость, гастроемкость. У меня такая имеется. Итак, помещаем, надеюсь, поместится, самого крупного, самую крупную особь нашу. Кстати, на моем столе 10 килограмм 100 грамм. Сазанов даже я предварительно выпотрошил и убрал жабры. Они нам в копчении никак не нужны. Итак, мы помещаем самую большую тушку в нашу гастроемкость и будем засаливать, мариновать. Наносим нашу посолочную смесь на рыбу и тщательно стараемся ее втереть. Также раздвигаем брюшко и просаливаем внутри. Рыба возьмет в себя столько соли, сколько ей нужно. Оставшуюся лишнюю соль мы с вами после того, как рыбка просолится, естественно, смоем. Одна рыбина готова. Приступаем к остальным. Я надеюсь, вы обратили внимание, то, что чешую я с рыбы не снимал. Для горячего копчения мы ее не убираем. Итак, друзья, процесс засолки, мариновки у нас окончен. Сейчас я вымою руки и покажу, что мы будем делать дальше. Теперь нам остается только лишь сделать условную крышку нашей гастроемкости. Вот таким образом я закрою сейчас пищевой пленкой рыбку. Данный контейнер мы отправляем с вами ровно на 1 сутки в холодильник, чтобы рыбка наша просолилась. Этого времени нам более чем достаточно. Ждем. Прошли у нас ровно 1 сутки, и пришло время доставать нашу рыбу. К этому времени она уже полностью просолилась. Открываем и смотрим. Рыбка дала сок, то есть лишняя влага из нее вышла. Это говорит о том, что соль проникла в наших сазанчиков. Теперь нам следует их тщательно промыть от лишней соли. Перемещаемся к мойке. Рыбу промыл от лишней соли. Заранее я, кстати, подготовил шпагат. И с помощью него мы будем сейчас обвязывать нашу рыбу. Почему обвязывать? Потому что у нас горячее копчение. Обвязываем для того, чтобы рыба наша не развалилась. Итак, берем одного сазанчика и начинаем делать обвязку. Я буду начинать обвязывать со стороны хвоста. В первую очередь я завязываю узел. Обычный простой узел. Раз, два,
вот таким движением обвязываю нашу рыбу, после чего продеваю веревочку снизу. И здесь рыбу я буду подвязывать за рот. Перевернул, продеваю шпагат. Раз, два и три. Далее завязываю узелок промеж хвоста. Вот таким образом наша рыба будет висеть, сушиться, вялиться, сохнуть. Вот. Затем мы повесим ее в коптиль, но это будет позже. Друзья, пока я обвязываю рыбу, вы мне расскажите, напишите в комментариях, какую рыбку мне закоптить следующую. Какая ваша любимая, какая вам больше нравится. Может быть, мы сделаем такую рубрику по заявкам. Итак, закончил я обвязку последней рыбки. Убираю ее пока в контейнер. А мы с вами отправляемся к сушильно-вялочной камере. Рыбу развесил в сушильно-вялочную камеру и вставил в брюшко палочки распорки. Для чего? Для того, чтобы лучше просушить рыбу изнутри, и при копчении дым и сама температура лучше прошла в серединку нашей рыбы. А пока ждем ровно 1 сутки. Прошли у нас 1 сутки. Наша рыба полностью подсушилась, подвялилась, с нее ушла лишняя влага. Иными словами, она полностью готова к копчению. Коптить нашу рыбу буду при температуре 85 градусов. Порядка 1 часа 30 минут. Может быть, час 30, час 40. Коптить буду на ольховой щепе. Сейчас я ее засыпаю в дымогенератор, подаем дым и начинаем сам процесс копчения. Дымогенератор я поджег. Сейчас открою коптильню, посмотрю, поступает ли дым в камеру. Да, как мы видим, дым начал заполнять нашу коптильную камеру. И с этого момента мы начинаем процесс копчения. Опять же, повторюсь, коптить будем 1,5 часа, час 40. Пока ждем. Итак, ребят, прошло у нас 2 часа. Даже с копейками. Я говорил изначально час 30, час 40. Думаю, нет. Лучше я еще подержу. Все-таки рыба крупная. Вот, где-то 2 часа 15 минут у нас прошло времени. Теперь открываю коптильню и смотрим, что же у нас там получилось. На первый взгляд цвет не очень яркий, то есть колер не насыщенный. Но, во-первых, мы коптили с вами на ольхе, это раз. Во-вторых, если вы давно смотрите мой канал, вы могли заметить то, что я люблю делать продукты подкопченые. Я не перенасыщаю их дымом. Поэтому цвет может, естественно, быть бледнее, чем вам, может быть, хотелось. Это первое. Второй момент. Рыба еще горячая. И когда она остынет, естественно, она немножечко еще потемнеет. Это тоже нужно учитывать. К дегустации я подготовился. Сейчас будем пробовать вот эту всю красоту. Кстати, на свету, как видите, рыбка взяла чуть больше цвета, чем я думал в коптильне. Но ладно, не суть. Самое главное, стоит прекрасный аромат в студии. Рыбка, кстати, еще горяченькая. Мы ее будем пробовать прям какая есть. Почему? Потому что хотим сразу попробовать. Знаете, как вот эти правила. Повесь рыбу проветриться, потом положи в холодильник, завтра ешь. Нет, мы будем сейчас.
мы хотим вот сейчас. Потому что Вован мне этого не простит, если он не отведает эту горячую рыбу. Естественно, я же буду с ним дегустировать. Вовчик, ну проходи. Здорово. Нет, я бы тебя не то, что даже не простил, я бы тебя из студии не выпустил, пока мы ее не попробовали. Да. Всем привет. В общем, это сазан горячего я копчения. вижу, что в рыбе я разбираюсь. Так, то есть... Слушай, могу сразу еще не пробуя сказать, аромат божественный. Вот просто, ребят, вы не можете себе представить, что здесь стоит в студии вообще. Он насколько мягкий. Вот да, просто. тонкий, да, то есть не перенасыщенный. Я именно рыбу делал под копченую. Я вам до этого уже сказал. Я стакан схватил, давай. Не знаю, что ты схватил. Резать. Ну что, берем и пробуем. Прям руками, прям вот. Ой, горячая, класс. Да. Вся рассыпается, Да, отделяется. да. Главное, кости выбрасывай. Костей много, А да? то в больницу тебя потом еще, не дай бог, везти. О. По соли просто волшебно. Я бы еще посолил. Но для меня нет. Для меня вот это отлично. Ну, вот посолить-то можно и потом. Слушай, это красота, Володь. Класс. Нравится. Очень вкусно. Я вообще рыбу люблю. Это мой любимый продукт. За рыбу. Да. И за вас. Ну, естественно. Ух. И Знаешь, что я еще скажу, надо? Рыба очень мягкая. Ну, как, она структурная. Мягкая не в том смысле, что она как каша. Не, она держит форму. Да, а в том смысле, ну, вот отрываю, он прям по слоям, по рыбным разделяется, все. И самое главное, что она готова. Володь, я солил сутки. Вот, если кто-то хочет, там, не знаю, прям посолонее, но продержите там Не надо. Не надо, У да? нее спинка чуть попреснее, а вот Брюшко ребра уже, да? солились вообще конкретно, а то будет пересоленое. Да. Ой, классно. Вот ненавязчивый аромат копчения, да, Володь? Вот нет перенасыщения, Ну, нет. Вот я абсолютно вот то, что вот хотел, понимаешь? Ее, кстати, не только под пиво хорошо пойдет, а под картошечку. Ребятки, ну на этой пенно-рыбной ноте мы будем заканчивать наше видео. Если вам понравилось наше видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх. Не забываем. Да, не забываем. Пишите, Поставил, вот прямо сейчас поставил. пишите комментарии, задавайте, да, наверное, любые вопросы. Вообще. Абсолютно любые. Можете даже спросить, какая у нас погода сейчас на улице. А также не забывайте про нашу страничку в Инстаграме, ВКонтакте, ссылочки будут внизу под видео. Классно, ну классно. Ребят, ну давайте дружить вкусно. И сытно. И сытно, да. И с пивком. Да. Все, давайте. До новых всем. вкусных встреч. Пока.